Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами продукцию от компании Beauty а точнее строительные гели и топы-хамелеоны. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. По доброй традиции продавец в посылку положил также открытку с благодарностью за заказ и набор наклеек. Начать мне хотелось бы со строительных гелей, с ними я довольно хорошо знакома и решила дозаказать молочный и прозрачный уже в большом формате по 50 грамм. У меня были все оттенки из этих строительных гелей от компании Beauty и ни один из них меня не подводил в полимеризации. Даже при выкладке довольно толстого слоя материала все отлично полимеризуется в течение 1 минуты. Тут две очень презентабельные баночки. Баночки изначально были зафольгированы, так что при транспортировке ничего никуда не растеклось. В первую очередь в данных гелях мне очень нравится их консистенция. Работать ими очень комфортно и приятно. Гель не затекает туда, куда не нужно. И, на мой взгляд, ими будет удобно работать даже новичкам. При этом гели отлично самовыравниваются. Данными строительными гелями я делаю и просто укрепление натуральных ногтей, и наращивание, а из-за своей вязкой такой консистенции они подходят даже для наращивания на верхние формы. Прозрачный гель после полимеризации не мутнеет, не желтит, не синит, и то же самое можно сказать и о молочном геле. Данный молочный гель вообще у меня в любимчиках, потому что после полимеризации нет никакого ни желтого, ни голубого подтона, то есть тут использовался действительно такой чисто белый пигмент в замесе. Сейчас в баночке гель кажется довольно плотным по пигментации, но это действительно молочный гель. Давайте посмотрим на свойства геля после полимеризации. На типс я выложу гель, где-то толстым слоем, где-то тонким слоем, и полимеризовать буду в течение минуты. У меня гибридная лампа 48 Вт. Как вы можете заметить, при выкладке материала, как бы я его ни выкладывала, он отлично самовыравнивается, причем довольно быстро. После минутной полимеризации поверхность хорошо просохла. Но давайте уберем типс и посмотрим, что у нас внутри. С внутренней стороны все также отлично заполимеризовалось. И теперь проверим на жесткость. Там, где у нас материал был тонким слоем, материал довольно неплохо, скажем так, гнется. При желании можно, конечно, и сломать даже эту часть выкладки. Но там, где материал выложено уже в более толстый слой, очень сложно эту часть как-то деформировать. Только при очень сильном, прям сильном давлении материал ломается. Но это касается именно этого молочного геля. Прозрачный гель ведет себя после полимеризации немного по-другому. Просто видно, в этом геле из-за пигмента материал все-таки трескается при сильном давлении. А прозрачный материал даже при сильном давлении очень сложно сломать. С прозрачным гелем я проделала все то же самое. Там, где материала немного, как вы видите, материал довольно легко гнется. А там, где материал уже потолще, побольше, сломать его мне так и не удалось. То есть, как я не пыталась, как я не старалась, но как-то его прям сломать либо погнуть было очень сложно. Также стоит напомнить, что вся продукция от компании Beauty проходит европейскую сертификацию, поэтому присмотритесь к продукции данной торговой марки. Ну а дальше речь пойдет о наборе топов с эффектами втирок хамелеон. Тут фирменная красочная коробочка отлично подойдет и в качестве подарочного варианта. На коробке указан состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия. Изначально коробочка была зафальцована. При транспортировке тут все как обычно, ничего не пострадало.
В коробке 6 стеклянных флаконов, каждый из которых вставлен в специальный держатель. Этот держатель, собственно, и обеспечил безопасную транспортировку. Данные топы с эффектом хамелеон из серии GT и имеют нумерацию от 19 до 24. Как только данные топы появились у компании Beauty Lux, я сразу поняла, что они мне нужны. Фишка в том, что каждый топ на разных цветах, то есть на каждой разной подложке он будет смотреться по-новому. То есть на черной подложке каждый из этих топов смотрится по-разному. То есть на белой подложке это будет уже совсем другой эффект. На красной, на розовой, на зеленой. То есть, понимаете, вот у вас всего 6 флаконов, но тем не менее вы можете прям вот так прилично расширить свою палитру. При этом прошу заметить, вот тут был совсем неплавный градиент, но мы перекрыли топом с эффектом, и градиент уже стал более плавным. Мало того, при работе с стирками мы сначала перекрываем цветное покрытие гель-топом. После этого в стирку мы втираем в этот слой геля и только потом уже перекрываем еще одним слоем топа. Мало того, все это, скажем так, действие еще иногда бывает так, что не очень хорошо держится. А тут у нас и втирка, и гель-топ, все в одном флаконе. И, на мой взгляд, это упрощает и ускоряет процесс работы. Все топы в этой коллекции без дисперсионного слоя, то есть после полимеризации на поверхности не образуется липкий слой. Мало того, так как в данных гелях все-таки топовая консистенция, то есть можно выкладывать этот материал как в тонкий растирочный слой, так и в выравнивающий слой. В каждом флаконе вот этого вот пигмента с эффектом хамелеон очень много. Это, в принципе, видно даже по кисточке. Пигмент распределяется равномерно. Ну, вот, на мой взгляд, изъянов просто нет. Я даже пыталась как-то из 6 флаконов выделить какой-то, например, один там или два, но у меня не получилось. Каждый по-своему интересен, каждый по-своему необыкновенен и каждый по-своему хорош. Когда я тестировала данную коллекцию топов, мне показалось, что она очень похожа на цветники от компании Beauty Lux с эффектом хамелеон. Но на самом деле это не так. Дело в том, что в цветниках от компании Beauty Lux, помимо вот этого пигмента с эффектом хамелеон, также есть и цветной пигмент. А в данных топах, кроме вот этого пигмента хамелеона, больше в составе, мне кажется, ничего нет. Ну, то есть получается прозрачная гель-топовая основа плюс вот эти вот самые втирки с эффектом хамелеон. То есть никакого другого цветного пигмента в составе нет. Также отличием является то, что цветники после полимеризации все-таки имеют дисперсионный слой, а топы после полимеризации, как я уже сказала, липкого слоя не имеют. И еще один немаловажный такой вот момент, то что цветники, они все-таки не настолько хорошо самовыравниваются, как топы. И вот данные топы можно все-таки выложить в такой вот выравнивающий слой, в отличие от цветников. Я решила выкрасить данные топы на прозрачные типсы, собрала такую вот своего рода палитру, то есть сделала выкраску и на черном цвете, и на прозрачном. Соответственно, таким образом можно легко подобрать, какой же топ использовать лучше на какой подложке. То есть, ну вот в данном случае я прикладываю типсы с различными цветами и смотрю, к какому типсу лучше подойдет тот или иной топ. На мой взгляд, это очень удобно. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!